Всем привет, друзья. Да, подлагивает чуть-чуть. Правда, с чем это связано, непонятно. Так, друзья. Сегодня тема стримя или с четырьмя. Сегодня тема стрима бро про пиар, бро. И я хочу вам сказать, как всегда, помните, что все мы обречены на успех, и лишь только время и грамотная стратегия наши в этом главные с вами союзники. Всем привет. Привет, Даниил, привет, Яночка, привет, Владимир. Всем привет, Марина, Минли и т.д. и т.п. Дорогие друзья, для того, чтобы вы оценили ваши замечательные каналы, надо под прошлым стримом написать 5 комментариев, и мы с удовольствием пойдем на ваши замечательные каналы и будем оценивать вас, подсказывать. Что-то першит в горле. Надо было что это сделать, чтобы не першило. Тема стрима слоники, точно. Такие божественные слоники. Не знаю, получилось у меня передать вам божественного слоника или не получилось. Напишите мне, пожалуйста, в чатик. Правильно, стриме, я учитель. Ясно. Святые слоники, да. Получился святой слоник или нет? Как вы считаете? Я вот думал, каким его святым делать ореол. Белым или желтым? Желтый попробовал, не очень. А белый прям прекрасно получилось. Дорогие мои замечательные друзья, для того, чтобы оценили ваш канал, надо написать 5 комментариев под прошлым стримом. Вот. Видосики мы не оцениваем. Друзья, если мы будем кидать ссылочки в чат, то чат забанят. Когда ссылочки в чат кидаем, чат банят. И будет стрим без чата. Стрим без чата — это вообще ужас какой-то. Это ужасно, когда стрим без чата. Это просто жесть какая-то. И мне бы не хотелось чат потерять. Из-за того, что вы будете ссылки кидать. Причем я заметил, что когда я кидаю ссылки, или модераторы тоже чат банят. И теперь я прошу модера. Я не даю модеров. А зачем? У меня и так их много. Смотри, как весь чат синий. Ты еще хочешь его вообще весь покрасить в синий чат? Не надо.
Потом модеры это те люди, которые банят. Больше они, в общем-то, как бы и не нужны. Они вчера разошлись у меня. Столько людей забанили. Блин, надо выпускать. Надо выпускать народ из тюрьмы. А то, блин, как-то нехорошо. Если всех забанить, кто тогда сидеть будет на стриме? Так, дальше музычку. Не хочу такую. Такая пойдет. Это одна из моих любимых. Ты сегодня будешь пиарить или что? Кого пиарить-то? Кирилл. Тебя, что ли? Читай, что тебе модераторы пишут. У меня окно само закрывается. Фантастиш. Дастиш, фантастиш. Открывается само и закрывается. Стой, стой, стой! Тише! Сейчас разобьешься. Сквознячок, блин, туда-сюда гуляет. Мы никого не банили, а мутили. Замутили, короче, кашу. Мои золотые. Я не помню никакого соффорта. Кто такой соффорт? Вы помните мои золотые? Данил. Яночка, помните? Я не помню. Пушистый, но за то, что ты 2 комментария написал, мы тебя чекнем. Твой канал. Хоть там и 13 подписчиков, но нам-то какая разница. Главное, что ты пушистый. Пушок пушистый, лопушок. Желтоглазое такси. Зеленоглазое такси. Ты увези меня. 3 песни на одной струне. Блин, это жесть какая-то. Я на одной струне умею играть. В траве сидел огуречек. Кстати, огурец помогает. Я видел видео такое. От геморроя. Видел такое видео на ютубе. Где чувак рассказывает несколько минут. Софушка. Софушка. Это Софушка, пушистый пушок. Я-то думал, где же эта Софушка? А вот она. Вот она оказывается. Так вот, и там он полчаса рассказывает, как использовать этот огурец для того, чтобы не болела 5-я точка. Он говорит, что его надо обязательно не срывая использовать. Прям не срывая, с веточкой. И сидеть полчаса в таком виде. Так ты не исполняешь обязанности модера. Кто я? Нет. Понимаете? Не вы банили в YouTube за нарушение прав. А зачем ты их нарушала, София? София, ты их зачем нарушала? Ты мне объясни. Золотая моя. Ты что там нарушала? Я все думал, почему я кого-то зову Софией? Вот она оказывается. Вот она. Девочка-то это София, оказывается. Так, месяц я подписался. Шапка топ, анимация хорошая. Куда ты подписался? На моем канале никто никуда не подписывается. Так, огурцы не трогайте, не дам. На грядке сколько их растила. Ясненько, Маринка. Вы на мне... вижу. Я решил, перо, ты что там? Ладно, я буду часто на стримах. Софья, да ты в прошлый раз тоже обещала, что будешь часто на стримах и куда-то пропадаешь. Вообще пропала. И вот как тебе доверять после этого?
Рейв, привет. Ретро Ход Джен Хот. Хед Джехог. Хеджихог. Хеджихог. Ретро Хеджихог. Кок. Хок. Блок. Влог. Лайфхак. Нет, это не работает. Проверен дядей Степой моим... Это проверено Гешкой Гориным. Проверено. Гешкой Гориным, который покупает со скидкой тортики. А потом зимой уходит в лес. Плачет. И говорит: дорогие мои друзья, я хотел тортик купить. И я купил его со скидкой. И буду сейчас с вами есть его. Золотые мои. Вообще я хотел вам рассказать историю про то, как в детстве одного маленького мальчика, который плакал ночью, никто не слышал. Он так громко плакал, но его никто не слышал. Ладно, у меня поздно, пока. До свидания. Удачи! Так что, друзья, кто из вас купил тортик? Тортика хочу, шоколадного. Как Гешка кушает. Он Прагу кушал, кажется. Блин, весь торт сожрать, я не знаю, как так. Это какую пасть надо иметь. Офигеть. Но Гешка, конечно, не маленький. Не маленький. Ну да, досидели точно, досидели. Посидели, досидели. Ну, зато ты как спала хорошо. А вот если будешь на ночь есть тортики шоколадные, как Гешка, и снимешь видос на эту тему, и я буду плакать вместе с тобой и торт жрать. Потом мы станем с тобой жирные, как свиньи. И пятаки у нас будут такие же. Но потом мы перевоплотимся в слонов и будем пиарить бро. Да, и Алексей вчера тоже сонный был. Мы все устали, да. Мы устали. Леша, что ты сделал? А тут оценивают каналы? Тут оценивают. А что, тебе надо, чтобы тебя оценили? Тут торты шоколадные жрут. С Гешкой Гориным. Под музыку Мандерштерна. Я бы хотел говорить на своем канале, но у меня очень плохой голос. Он меняется, обидно, но просмотры набираются. А ты говори, вот такого плохого голоса, который у тебя сейчас больше никогда не будет. Ты лучше говори. И... Это знаешь, как круто потом лет через 100 послушать? Когда будешь умирать, какой у тебя голос был в молодости. Да. Он долго его ел, с перерывами, да? Ну ты хоть плакал, Данил? Спасибо тебе за работу. Вот, решила благодарить тебя за твою работу. Подождите, это лидер написал? А какой лидер? Какой из лидеров написал? Это Вова написал или кто? Я что-то не понял. Кто мне сейчас 30 тысяч прислал? 30к долларовых! Трап-трап. Добрый вечер. Рад тебя видеть. А я вот забыл, как тебя зовут. Что это ты говорил, забыл. Так, друзья, напишите, кто мне задонатил 30к. Миллиардов. Будем пиарить сейчас этого человека. По полной.
Хочу торт шоколадный. Не, это поп какой-то стопроцентный поп. Вот, приподнятый, давайте. Нет, тоже не нравится. Мяу. Блин, нормальную музыку мы вообще слушать с вами сегодня будем или нет? Ну, хоть такую, более-менее. Привет, Данилка. Я Ян. Во, отлично, меня-то хотели называть. Тэквондо лидер, спасибо тебе, Владимир, спасибо тебе, друг мой. Можно я буду картавить, как этот, как они называются-то, картавят, которые... Аристократы. Можно я сегодня буду аристократом? Буду сегодня всякую фигню нести, друзья. У меня настроение такое. Мне пофигу. Так, золотые мои. Рекламная пауза. Кто еще не подписался на Тэквондо лидера? Сейчас орать буду как придурок. А ну быстро подписались на... А то вот он зарядит вам хайкик. Видите? Я сам боюсь. И субтитры потом будете читать. Вы видели когда-нибудь, как выключать свет на ринге? Вот человек стоит, а потом бац, и свет выключили. Вот примерно то же самое бывает с теми, кто не заходит на канал моего друга Владимира, Тэквондо лидера. Вот хай, вот прямой, правый. Как они в тэквондо называются, не знаю. Вертушечку. Так. Было задоначено 3 миллиарда рублей, поэтому смотрим 3000 видосов. Все подряд. Так, вот это мы с тобой нижний блок смотрели вчера. Давай, знаешь что? Давай сначала короткие посмотрим. Чаги. Сейчас будет чаги. Чаги. Ура! Музычка такая интересная, нифига себе. Ух ты. Чаги, давай. Стоишь хорошо, молодец, хорошо. У тебя отличная стойка. Не зря ты несколько лет учился стойки делать. У тебя центр тяжести находится прям вот там, где надо, молодец. То есть у тебя вот центр тяжести должен быть снизу, и как раз вот ты на ногах стоишь прям идеально. Молодец, и растяжка классная. Не, ну классно. Володя, научи меня драться. Буду я защищаться ломом. Так, спарринг на тренировке, вот это круто. Ну чего, давайте. Прыгайте, как каратисты прыгают. О, погнали. Да. Блин, где Маутай? Я не вижу Маутая. И почему у одного на голове ешлема, а у другого нету? Да Йоку хоть один бы кто-нибудь зарядил, блин. Чё вы все время Мавашу? Нет, это даже не Маваша. Боком это не Маваша. Блин, малыша чуть-чуть зеленым поясом не задели. Тренер у вас классный. Чага. Это и есть удар Чага. Все, я понял. Это и есть Чага, вот этот удар.
Не, тренер у вас вообще классный. Знаете, чем мне Чага нравится удар? В общем-то, его не так уж легко, мне кажется, поймать руками. А, я понял. Я понял, почему один в шлеме, а другой нет. Потому что один будет бить, а другой будет защищаться. Ой, взял ей по пятой точке долбанул. По попам. Не, Вовка вообще молодец у нас. Володька молодец! Не стала ее сильно колошматить. Растяжка, смотрите, у чуваков какая пипец. Ну и что, и третий. Третий мы еще не посмотрели у тебя. А, вот упражнение от тренера, прикольно. Прямой правый. Ну вот прикол в том, что ты не поворачиваешь плечом вообще. Плечом вообще... Надо, чтобы плечи двигались вместе с рукой. Ну и нога чуть-чуть. Да, жалко, что у вас только ногами учат в тэквондо лупить. А руками, там же ведь... Если бы вас учили как боксеров удар ставить ну, кулаком, было бы вообще круто. Джеб. Такой джеб какой-то короткий. Очень. А что, у него палка, что ли, в руках? Он у вас палкой долбит, да? Или показывает? Это как указка, что ли, Вов? Привет, привет, всем привет. Спасибо тебе, Алексей. Володь, тебе тоже большое спасибо. Я на 2 шпагата могу садиться. Молодец. Владимир, добрый вечер. Владимир, который дед. Я понял. Ну да, я так и думал, что тэквондо там. А вот у вас от Маутай вообще в тэквондо есть что-нибудь? Или нету? О, отлично, отлично. Дорогие друзья, для того, чтобы оценили ваш канал, надо написать комментарий, а лучше 5, потому что мы через ваши замечательные комментарии переходим на ваши замечательные каналы. Вот, например, как... О, спасибо тебе большое, друг мой Данил. Извините меня, но не могли бы вы посмотреть оптимизацию на моем крайнем видео? С удовольствием. Мы всех смотрим, кто... Оба. Представляешь, я тебе тэквондо лидер пишу, тэквондо лидер. Вот я вообще. Как в поисковике. О, у меня сосед там, похоже, отрабатывает удары по стене.
Данил, а что ты не установишь такую программку расширения в Гугле? VidIQ сам бы сразу проверял, чтоб тебе это не заморачиваться. Так. Вот как тогда написано 0,2 просмотра в час? В час 0,2. 0,2. Как это? Как это 0,2? Я не понимаю. Как это так 0,2? 2 или 1 понятно, а как 0,2 непонятно. 45 слов, очень мало слов в описании к видео. Надо 45, не, побольше, хотя бы 60. А так у тебя чек-лист зеленый. Поэтому ни одного ранжированного тега нету, жалко. Жалко, жалко. И тегов канала нет, тоже печалька. Печалька. Также хорошо. Печеньку. Печеньки любит кто-нибудь? Я люблю овсяные печеньки. Нарезочки смешных моментов. Ура, я ожил. Красавчик. Ну, 43,7 нормальная ЦЕО. Это неплохое. Все, что больше 40, это уже хорошо. Уже лучше. О. Мне сейчас окошко будет долбить, блин. У меня стрим отстает. Вот, слоник, как я его пропустил. У тебя не выходит скачать VidIQ. Там не только надо скачать ее и зарегистрироваться в ней. Ну, буквально занимает 2 минуты. Данил Зомб. Оценишь? Конечно, оценю. Напиши, пожалуйста, 5 комментариев. Во вторник я сделаю дар Йочаги или блок Ан Пальмок Каунде Маки. Хорошо, хорошо. Данил, пожалуйста. Друзья, слушайте, я, наверное, блин, закрою окно, а то оно так мне разобьет весь косяк. Как же так-то? Вот почему, когда стрим начинается вот это вот летание воздуха туда-сюда? Не до печенок на улице 25 и выше, согласен. Прям какая-то у меня движня тут, когда я здесь один. Начинается хулиганство с окнами, блин. Друзья, я поправлю, а то он разобьет нафиг все тут. Все здорово. Открыл вроде другую створку. Прекратилось хулиганство.
Шторм 3 дня. Да, на море в шторм нельзя ходить купаться. Дорогие друзья, для того, чтобы вас оценили, напишите, пожалуйста, 5 комментариев. Мы через ваши комментарии пойдем на ваши замечательные каналы. И с удовольствием посмотрим ваши замечательные каналы. Вау! О! Спасибо за проделанную работу в Ютубе. Спасибо тебе, Вов. Володь, спасибо тебе вот прям огромнейшее. Прям от души благодарю тебя. Прям вот ты не пожалел. Столько написал мне комментов. Вот молодец. Вот золотой ты человек. Вова. Не знаю, почему-то вот Владимиры, да, сколько я вот общаюсь, отличные люди попадаются мне. Так приятно. Прям так супер. Суперовски. Так. Музычку давайте. Дайте музыку. Скорее музыку. Давайте попробуем рок послушать. Что тут? Очень жесткий или нет? Не, нормальный. Такой прям... Такой нормальный. Вообще я люблю рок-н-ролл. Но его никто что-то в последнее время не пишет. Сейчас я, друзья, буду все чаще и чаще вот всякие штучки рисовать, наверное, на превьюхах. Все от вдохновления будет зависеть. Вау! Фрозик Бест, нифига ты написал, 18 аж целых. Прям ты какой-то крутой. Крутой чувачок у нас. А куда ты написал? Куда ты Где? Неправда. Нету ни одного комментария. Не вижу. Не вижу. Фрозик, надо под прошлым стримом. Не куда-то там далеко писать, а вот под прошлым. Да, под последний, все правильно, под последний. Он написал по часике, ты его там видел? Ну ладно, поверим. Мы люди. Они удалились. Как они удалились? Что ты там такое написал, что они удалились? Как это? Как такое могло произойти? Что они взяли и удалились.
Так, Фрозик Бест. Вроде к тебе попали. Аризона. Прическа такая же, как у Моргенштерна в молодости. Превьюшечки прикольные. Друзья, оцените Фрозика, как всегда. Вроде бы он много чего добавил. Главное только не настроена главная страница. Плейлисты не настроенные. Плейлисты не настроенные. Понятно, там взаимные подписки. Обсуждение не используешь. А клевый ютубер. Игорек. Игорек, а ты знаешь, у кого было имя Игорь, между прочим? У великого царя Рюрика был сын Игорь. Хорошее имя. У меня брат Игоречек был. Хороший человек. Так. Боди. Послушаем Боди. Привет, ЗКС, шаришь? Где шаришь? Привет. А ты за Сталкер шаришь? За Сталкер Fallout? За Мафию шаришь? За GTA шаришь? Стендов на худой конец. Ладно, так уж и быть. А Quake? Видел когда-нибудь такую игру Quake? Quake 4. А цены? Дорогие друзья, для того, чтобы вас оценили, надо написать 5 комментариев под последним стримом. 4 из них попадут в спам. Вон, как у Фрозика, все 18 в спам попали. Печалька, да? Друзья, сегодня тема стрима слоники, которые просят, чтобы их пропиарили. Пропиарь бро называется. Приятного аппетита. Владимир, конечно, конечно. Да шо ж там так сильно долбят-то, а? Офигеть. Каждый день какие-то стуки странные. О, Фрозик, правда, много написал под часиками, 100%. И Кирилл написал, офигеть.
Кириллу сейчас ответим. Тоже. Фрозику ответим. Фрозик Бест пишет. Господи. Кто ж такой пишет, а? Не туда написали, друзья. Вы все время пишете какие-то дальние стримы. Путаете, короче. Надо бы поближе. Может, у вас не показывает, да, ближний? Ближние стримчики не показывают, поэтому вдаль куда-то. Куда-то вдаль. Пишите. Я потому что посмотрел часы, вот, да? Когда надо было в часы писать, писали тоже вот там, в этот, как он, в Газпром. А потом я понял то, что у вас просто его не кажет. Посмотрел, он появился только через стрим. Стрим появился через день. Как такое? Почему так долго не показывал? Вроде бы мы там себя вели хорошо. Культурного. А вот зачем ты написал слово накрутка комментарий? Вот нафига ты это вот пишешь, Фрозик? В следующий раз я тебя оценивать не буду, блин. Кто ж такие вещи-то делает? Зачем ты комментарии засираешь? Вот ты специально это написал, чтобы тебя в спам отправили? За такие слова срезаются просмотры на канале. У тебя, не у меня, а у того человека, который пишет такие комментарии. Нельзя, это запрещенные слова, нельзя так писать. Господи, все, Фрозик. Мы с тобой не дружим больше. Идем к Кириллу. А, Кирюху к нам заходил же ведь, Кирилл. Миллиард раз смотрели. Нормально так. Хакер, все. Вот так вот, друзья, хакер 777. Оцените, пожалуйста, канал хакера 777. Хакер, оформи, пожалуйста, главную страницу и добавь ссылки в соцсети, в шапку канала. Плейлисты сделай, пожалуйста, еще. Хотя бы это пока сделай. Окей? Шапочка чуть-чуть растянул ты ее, для чего непонятно. Наверное, так красивее, ну ладно. Оценочку в чат напишите, друзья, хакеру. Крия. Надо написать несколько комментариев, 5. Под прошлым стримом мы тебя оценим. Спамят не культурные люди, а мы культурные люди. Ну, мы не спамим, мы нормально себя ведем. А, ну да, там еще не было трейлера. 60 из 100, хорошая оценка, хорошая. Отличная оценка, прям поставил Даниил. Вова поставил 55.
Молодцы, ребята, молодцы, хорошие оценки прям. Так, что-то я не туда. Да что ты? Да и вытащить тебя прям тяжело. Надо же. В поисковике тебя нету. Крия. Крия в поисковике нету почему-то. Хакер появился, отлично. Отлично, хакер. Мы тебя уже оценили. Вот человек написал, я со стрима. Культурновый. Молодец. Прям приятно общаться с такими нормальными, замечательными людьми. Короче, почему-то тоже в позапрошлый хакер написал в позапрошлый стрим тоже. Наверное, у вас не показывает нифига. Поэтому вы в позапрошлый стрим пошли. Ну и ладно. YouTube, значит, развлекается. Раз так. О, Крия появился. Отлично. Сейчас мы до тебя дойдем. Вроде бы всем ответил на ваши замечательные комменты. Такой этот Дональд Дак. Черненький. Я забыл, как этого персонажа зовут. Я черный плащ, летящий на крыльях ночи. Друзья, оцените, пожалуйста, канал Яд Камен Крия. Огонь под водой не слышу. Оценочку в чат напишите, пожалуйста, человеку. Оценка канала 150 из 150. Моя оценочка за то, что ты ничего не сделал. Я думаю, сделаешь со временем. Клуди Геймс, привет. Оценишь? Конечно, оценю. Напиши 5 комментариев. Ворон летучий. Можно оценочку? Можно.
О, ворон появился. Вау! Прикольненько. Друзья, оцените канал Ворона, пожалуйста, в чат оценочку напишите. Только интересных каналов не хватает, а так и популярных видео. Я бы еще популярное видео сделал, было бы вообще круто. Шапочка прикольная, простая такая, но симпатичная. Короче, молодец, молодец. Есть в твоем канале потенциал. Оценочка 75 из 100. Ворон. Сталер, привет. Сталер сам с собой разговаривает, похоже. Прикольно. Давно я таких людей не видел. Яна, ты уходила? Вот так вот ты нас бросила? Ой, господи, как же так? Мы без Янки? Ужас. Ты мне раньше оценивал, вот я изменился. Не, молодец, молодец, Ворон. Молодец. А, видос оптимизировала. Вот тебе прямо сейчас, да, надо этого делать, да? А после стрима или до стрима сделать нельзя было? Я же говорю, друзья, когда вы входите и выходите, вы мне статистику портите. Оставила включенным стрим и... То есть стрим был включен, ну слава богу. Давайте Сталера посмотрим, что он тут. Что он вообще? Он пишет «моя очередь». Может, правда его очередь? Давайте. То он куда-то пропал. Вот так вот, друзья. Деревяшечка. Слушайте, главная страница прям идеально оформленная главная страница. Замечательно, просто прекрасно. Сталер, это, наверное, столяр? Или столер? Короче, я чуть-чуть не понимаю название этого. Ну, канал оформленный. И превьюхи более-менее разные. Они, конечно, не такие уж прям крутые. Вот здесь не хватает описания плейлистов, обязательно надо сделать. Удачи, и удаляя видео, которые ты удалил, надо из плейлиста тоже удалять их. Но раскидал все по плейлистам, прекрасно, молодец. Оценочка твоего канала будет 90 из 100, Сталер. Молодец. Мне понравилось, как ты главную страницу оформил, прям суперски. Ну да, там всего лишь все правильно, Данил. ВК чекни. Сейчас что ли? Да я, блин, не могу. Я потом после стрима чекну, хорошо? Сталер. Договорились? Мне неудобно сейчас выходить. Телефон далеко лежит.
Да не, я могу оценить его превью, но только после стрима, хорошо? Потом хорошее превью, если оно сделано красиво, почему бы не посмотреть? Подсказать ему. Подскажу потом. Дорогие друзья, для того, чтобы вас оценили, надо написать 5 комментариев под прошедшим стримом. Я превью скинул. Хорошо, хорошо, Сталя. Просто как бы мы на самом стриме смотрим только те превьюхи, которые ты уже установил. А если ты не установил, ну, скинул в ВК, я тоже их посмотрю, скажу тебе, что поправить. Ладно. Сталер, круто ты сам с собой разговариваешь. Редко я такое вижу. Редко. За много лет, может быть, 1 или 2 раза. Чтоб чувак сам с собой разговаривал или там с кем-то еще. Но я не видел этого человека рядом. Бывает, но очень редко. Я тоже, бывает, разговариваю там с ветром, с солнцем, с землей, с деревьями. Деревья любят, когда с ними разговаривают. Вот это да, у меня тоже есть такая шиза. Разговаривать с природой. Не, я, конечно, понимаю, что она меня не слышит. Но мне так хочется с ней поговорить, излить ей душу, чтобы она послушала. И периодически погода меняется по щучьему велению, по моему хотению, в ту сторону, в которую я попросил. Не знаю, с чем это связано. Может, погода сама хотела поменяться, а не из-за того, что я попросил. Но, скорее всего, так и есть. Но приятно, когда она все-таки все равно меняется. Это прикольно. Захотел дождичек, вот тебе и дождичек. Просто бывает потом, я, например, захотел дождичек, а он льется потом 3 месяца. Нормально, я захотел дождичек. Прям мне потом уже не хочется дождичек вообще. Я захотел жару, она потом идет жесткая жара тоже 2 месяца. Ну нафига такие приколы? Я же просил 3 дня солнечная погода, ночью дождик, все. Без молнии, а то у меня счетчики из строя выходят. Да, наверное, ты прав, Вов. Ты прав, когда не с кем поговорить. Человека у тебя нету, с которым ты можешь поговорить. Человек начинает разговаривать либо сам с собой, либо разговаривать с природой. Или там вот много людей с иконами там разговаривают. Типа с Богом. Но, блин, а в итоге-то получается, что человек сам с собой разговаривает. Тоже вот такая вот ситуация. Кстати, вы опять забыли чат включить. Ну, извините. А что ты мне не сказала в самом начале? Да мы столько сейчас протеряли сообщений просто, больше половины. А сейчас уже час стрима прошел. Офигеть. Я в шоке. Как говорит Сергей Зверев, звезда в шоке. Да, час уже прошел. Еще часик и на боковую. Друзья, так сегодня никто не попросил пропиарить, да?
Такую я превьюху для вас со слоном сделал. А, не. Мы Володю пропиарили конкретно. Сейчас глянем быстренько, может кто-то писал комментарии, на которые я не ответил, все равно сижу без дела. Блин, не туда полез, вот сюда надо лезть. Да, друзья, я могу вам искренне признаться, то что вот когда я, да, периодически погоду просил, вдруг у меня настроение испортилось, и мне вдруг захотелось, чтобы все исчезло в одну секунду, чтобы я больше вот никогда вот этого безобразия вокруг себя не видел. И проявил такую слабость, попросил, конечно. Слава богу, что все, ничего не изменилось. Каждый день новый день сурка, который похож на предыдущие. Просыпаешься, у тебя один и тот же день 46 лет подряд. Круто, да? Офигеть, один и тот же день. А что надо было писать? Про пиарь? Там еще по часики писали кому. Там под часиками их очень много. Я их сейчас разгребать вот в чате замучусь. Лучше бы писали бы не под часиками, а под лупой. Я лучше после стрима под часиками там все отвечу всем тем товарищам, которые под часиками писали. А то долго грузится, там очень много сообщений. Там больше 100 сообщений, комментариев под часиками. Он еще грузится долго, медленно. Прям раздражает меня это. Раздражает. А еще, друзья, когда я просил, чтобы все исчезло, мне вдруг подумалось, что скоро какой-то вирус появится. А я об этом говорил еще прошлой осенью, когда я про Хокина говорил. Чувака такого физика, который инвалидом был. И я говорил о том, что у человечества... В смысле ты не можешь скачать? Не надо качать VidIQ. Яночка, надо не VidIQ качать, а надо расширение. Вот здесь вот есть вот кнопочка такая. Расширение. Вот там ее надо искать, VidIQ. В магазине. В магазине расширений там VidIQ есть, а просто так ты ее не скачаешь. Нет такой программы VidIQ. VidIQ это расширение гугловское. В Google магазине. Ну, спасибо за вопрос такой интересный, умничка. Спасибо тебе, солнце. Хорошую компанию у нас образовалась. Дружная и общительная. Спасибо тебе большое. Ну, должны мы какую-то искренность. А то что, только Гешке, что ли, одну искренность? И Моргенштерну одну искренность излучать? Мы же тоже искренние люди с вами. Должны хоть что-то, какие-то
интересные переживания свои рассказать. Он Гешка рассказал свои переживания. Сейчас сколько уже у него там подписчиков? Я последний раз смотрел, 1 200 000 было. Сейчас, мне кажется, там еще больше. Намного больше. Есть игра «Веселые колеса», и одна веселая бабушка пошутила: выкину это и под веселым... Да-да-да, круто. Че это я слышал про такое? А что надо было писать про пиар? Да, наверное, надо писать про пиар. Я в декабре с друзьями играл в игру про то, что на одной планете появились вирусы. Все вымерли, не помню. Писал ли я это что-то в дневнике, но я помню, как представлял брошенные улочки городов примерно. Давайте про Штернов не будем, мы круче. 100%, Владимир, поддерживаю вас. Ну, сегодня я уж точно не буду с VidIQ разбираться. Завтра начну, а то ПК выключила. Хорошо. Яночка, как устанавливать VidIQ? Расширение. Надо вот задать YouTube вопрос. Прям пишешь: установка VidIQ. Там тебе выпадет 100 миллиардов видосов, как это сделать. С разными личностями. И сделай там... Выбери видос самый короткий. И сделай, как тебе чувак подскажет. Например, 30-х годов архитектуры. Ян, VidIQ очень сильно помогает. Ты хотя бы ранжированные теги научишься делать. А это очень важно. Ранжированные теги — это очень важно. Друзья, я, конечно, против того, чтобы планета заражалась и люди заражались. Но, к сожалению, те люди, которые делают новые вирусы, им абсолютно все равно. И они для того, чтобы подчинить себе остальных людей, сейчас эти вирусы выпускают. Так бы, конечно, если бы у нас лабораторий не было, да, во всем мире, связанных с биологическим оружием или биологическими какими-то субстанциями, ну, в виде вирусов и всяких болезней, тогда бы, если человек сам бы это делать не стал бы, тогда бы шансов словить вирус, с которым не может справиться организм, был бы маленький шанс. А так люди сами модифицировали эти вирусы так, чтобы они потом, ну, не было никаких противоядий против этого и прививок. А потом такие руками разводят: Господи, а почему вирус из лаборатории убежал? Потому что лаборатории есть. А если бы лаборатории не было бы, тогда бы модификации короны не было бы. А я не удивлюсь, если сейчас убегать эти вирусы начнут раз в 3 месяца. А там 100 миллиардов модификаций. Вот если хоть одна модификация чумы убежит, если хоть одна модификация чумы убежит, модифицированная чума, то это капздец, друзья. От этого точно никакого лекарства в ближайшие 30 лет никто не найдет. Потому что как бы там вот уже такая фигня была, то что люди, пока все не вымерли, слабые, остались только с сильным иммунитетом выжили люди. В те года средневековые, когда это было.
А сейчас в лабораториях каких только нету болезней. Вы что? Коронавирус это, блин, это пробный вариантик такой слабенький. Это самый... Коронавирус это примерно такой же вирус, как грипп. Он силу такую же, может даже слабее, чем грипп. Потому что я в прошлом году, я не знаю, мне кажется, я словил коронавирус в прошлом году еще в октябре. Когда по телевизору о нем не говорили нифига. Вот как мне тяжело дышать было, друзья, вы не представляете. Я так в жизни своей никогда не кашлял. Короче, жесть какая-то была. Мне приходилось таблеток пить. 3000 таблеток от кашля для того, чтобы только, блин, дышать спокойно. Потому что там был такой кашель, который безостановочный. Вот сейчас, как показывают по телевизору, да, детишки, которые некоторые кашляют, да, короны, когда переболевают, они прям без конца, там такой заразительный кашель, который не останавливается. Очень тяжело, конечно, очень. Такая неприятная штука. Ну да, чума убила во много больше людей, чем сейчас погибло в мире от коронавируса. Сейчас в мире погибло от коронавируса примерно столько же, сколько погибло от гриппа. Даже грипп, мне кажется, за все годы там, ну, не меньше 4-5 миллионов. Надо погуглить, сколько грипп за все годы убил людей. Причем в средние века грипп же ведь тоже был, он тоже убивал людей. Грипп. Он тоже убивал людей. Простудные заболевания, ОРВИ, раньше убивали людей, вот эти вот вирусы всякие дурацкие. Да-да-да, вот я об этом и говорю, да-да-да, у меня то же самое было. Прям, блин, Алексей, это пневмония, сам болел, коронавирус и есть фигня, создающая пневмонию. Да, я вот об этом и говорю, просто это, короче, был грипп, потому что я точно помню, что я его поймал, этот грипп. Но, блин, вот до этого был интервирус грипп, когда тебя рвет и в туалет ты бегаешь часто. Вот это вот грипп был связанный с желудком. Вот, но потом, когда я словил грипп, связанный с кашлем, блин, вы знаете, я думал, что я в прошлом году, я думал то, что, блин, что-то мне тяжело выбраться из этого состояния. Я думал то, что как бы не отбросить лапки. Потому что состояние такое было реально тяжелое. Тяжелое. Для меня было тяжелое состояние. Я первый раз задумался над тем, то, что, блин, а чё это я так сильно-то простудился-то? С какого перепугу? Ну, с Божьей помощью выбрался. Потом начал принимать специальную водичку. Вода называется гидроплазма Инюшина. Выпускает ее компания, забыл, как компания называется, Imagine People. Вот эта вода, короче, это же такая вода, которая восстанавливает кристаллическую решетку клеток организма. И когда ее пьешь, там никакие болезни, никакие вирусы даже близко не подбираются. Даже если вот в доме все переболеют какой-нибудь фигней, вот эта водичка, она не дает, там капельки их пьешь, 3 капельки на стакан. Вот, она не дает, она восстанавливает структуру и не дает разрушаться клеткам. Никаким клеткам не дает разрушаться. И поэтому как бы вот эту броню вирусы не пробивают вообще никак. Вот, даже если я бы без маски ходил бы в том месте, где 1000 этих людей, болеющих короной, как бы вот эта штучка, водичка, она
Удивительная вещь. Флакон всего стоит 2600. И там этих каплей хватает на год на целый. Потому что по 3 капельки, там 100 миллилитров, кажется, или 50, я не помню. И вот она прям... Вот реально работает. Единственная вещь, которую... это не БАДы, это не лекарство. Это специальная вода. Я вот первый раз подумал над тем, что она специально, короче, специально извлекается каким-то методом, там, химия с чем-то связана. И получается, у нас же ведь что такое вода, да? Вода это 2 газа, кислород и водород. Просто в жидком состоянии, правильно? То есть кислород в газообразном состоянии, водород в газообразном состоянии. То есть, почему называют гидроплазма? Потому что, в общем-то, вода, вы в курсе то, что из воды можно извлекать плазму? То есть из воды можно извлекать огонь. Вот эту вот космическую плазму, которая там... у нас вот что на солнышке сейчас происходит? У нас вот эта вот реакция происходит, когда там нескончаемая, бесконечная плазма, которая нас всех обогревает. Вот эта вот плазма, оказывается, в воде есть, в жидком состоянии. И оказывается, мы не только состоим из воды с вами, но и из огня. Сразу же, вот представляете, такой огонь, который не горит. Круто, да? Видели когда-нибудь негорящий огонь? Вот это и есть плазма. Ну, я не знаю по поводу того, кто там... Ладно, давайте не будем про болельщик, слава богу, все здоровы. Яночка. Какие болячки? А вот то, что все здоровы, дай бог, чтобы все были здоровы, конечно. Хотя бог тут ни при чем вообще. Нифига себе. Он-то тут при чем-то? Вот каким боком, я не понимаю. Он что, всех заразил, что ли? Нет. Вот такая вот фигня, друзья. Вот я вот эту вот водичку, я даже на дачу взял. У меня зуб болел. Я покапал на зуб ее гидроплазму. Прошел. Хорошо, я потом приехал, да? И пошел зуб сделал. То меня он замучил. Надо было сразу пойти. А я тянул до последнего. Друзья, не тяните до последнего, пока у вас, блин, вся челюсть болеть не будет. Не надо тянуть до последнего. Ни в коем случае. Да, Владимир. Я вот сейчас вот об этом, я к тому и вел то, что вот древние сказки, они, оказывается, они просто рассказывали о том, что люди раньше умели делать вот это вот... Сейчас мы это добиваемся наукой, да? Живую и мертвую воду создавать. И в конце концов в этом столетии создадут бессмертие. Правда, я не знаю, кому оно достанется. Но бессмертие 100% в этом веку будет. Вот, в этом 21 веке. Вот. Кому оно достанется, непонятно. Наверное, богатым людям будут бессмертно жить. Богатые люди. Вот, но то, что сказки, это пересказ того, что на самом деле есть. И что это на самом деле работает. Это 100%.
100%. Просто я думаю, что ни одна цивилизация, которая у нас сейчас есть, до этого были еще цивилизации высокоразвитые, у которых технологии были, ну, круче, чем сейчас. Гораздо круче, чем сейчас. Поэтому, как бы, потом, когда цивилизации гибли, оставались дети, которым родители, оставшиеся из цивилизации, ну, в каменном веке, рассказывали то, что вот типа так и так, надо разговаривать с солнышкой, надо рассказывать про живую и мертвую воду, рассказывать про леших всяких, кикимор, Кощей бессмертного. Я считаю, что это все реальную основу имеет под собой. Просто приукрашено чуть-чуть. Я с тобой согласен, Вов. Я на интересный анекдот рассказал. Как это бессмертие невозможно? Еще как возможно. Да-да-да, я тоже так думаю. Нет, сказка не ложь. Я считаю, что сказка не ложь. Я считаю, что сказка как раз-то правда. Ты знаешь, Вов, если сейчас будет то, что происходит, если люди будут себя вести как паразиты, то, я думаю, вот этой цивилизации недолго существовать осталось. Ну, потому что люди давным-давно создали столько всяких вещей, которые могут уничтожить весь род людской прям в один день. Какой в один день? Даже не в один день, а быстрее. В 1 минуту вся земля может погибнуть. 1 минуту уж до чего? Уж до чего насоздавались то, что в 1 минуту может вся земля погибнуть. Может даже быстрее, мне кажется. Сейчас они вот этот коллайдер, блин, еще что-нибудь создадут. Вот квантовые создали. Ты знаешь, что квантовый компьютер, он может создать такую же вселенную. Обычный квантовый компьютер может создать такую же вселенную, в которой мы сейчас живем. Уж до чего дошли, что квантовый компьютер может создать такую же вселенную, в которой мы живем. И боятся, короче, выпуски этих компьютеров сейчас в широкую сеть выдать, потому что это как бы, блин, представляешь, хакеры, если обычные компьютеры взламывают, они там наломают в этом квантовом компьютере что-нибудь такое совершат, что действительно все очень быстро схлопнется, вся эта вселенная, и все, и даже пискнуть не успеете. Кстати, ядерный запас всех стран может уничтожить 7 земель. Я боюсь, что всю Солнечную систему может уничтожить уже этот запас. Если взорвать Землю, Луна же ведь куда-то полетит. С орбиты сойдет, Земля с орбиты сойдет. Если в сторону Солнца, это нормально, это не страшно. Солнце сожрет просто Луну и Землю. Сгорит Луна и Земля. А если полетит в сторону Марса, знаешь, как бильярдные шары? Потом вместе с Марсом полетят на Юпитер, а Юпитер полетит на Солнце, тогда все, капсда. Человек может вымереть через 500 миллионов лет.
Я думаю, что человек может выморить за один день. Выморить может человек. Понимаешь? Столько всяких возможностей у человека выморить за один день, что вот были бы люди, которые следят за тем, чтобы этого не произошло. А то, видите, выпускают потихонечку всякую фигню в виде слабеньких вирусов, а потом плавно переходят к более жестким вещам. Все для чего? Для того, чтобы подчинить себе людей. Рабов. Да, оружие надо запретить 100%. В этом я с тобой согласен, Володя. Да не только медузы могут перерождаться, ты что? Там же ведь очень... У нас на Земле есть такие прецеденты, когда... Как же это называется-то? Не только медузы это делают. Когда у морской звезды отрезают там ей все щупальцы, у нее вырастают абсолютно новые такие же щупальцы. Регенерация, вот как это называется. То есть, если в природе есть такие моменты, когда человек может... Это реально, все это очень реально. Так что вот Халк, да, кино Халк, это очень близко к правде. Просто, блин, вот я не знаю, чтобы человек так раздулся, конечно, это вряд ли. Он будет такой же, как и был, но просто очень сильный. Нравятся вам темы, да, которые я поднимаю на стримчиках? Чтобы разбавить чуть-чуть обстановку, когда мы весь день только оценки оцениваем. Надо же нам с вами еще общение какое-то искреннее развивать. Мы же должны делать стримчики, как у Геши Горина. Он же... Чем он народ свой привлек? За что его полюбили? За искренность. И вас, друзья мои, любят за искренность. Вообще люди любят очень сильно искренность. Поэтому мы периодически будем устраивать искренние беседы с вами на любые темы. Я же тебе говорю, гидроплазма восстанавливает клетки. О чем ты говоришь? Допустим, мой папа украинец, мужик из России, ему ничего не сделал. Так все равно мы должны убивать. Не должны убивать никто, никого не должен убирать 100%. Ни в коем случае убивать никого нет. Зачем? Ты знаешь, что такое вот око за око, зуб за зуб? Если твой папа или кто-нибудь, не дай бог, чтоб твой папа, а кто-нибудь вообще, да, если кто-то кого-то грохнул, то ты слышала про такую, вот, например, у горских народов есть такая вещь, как кровная месть. Вот нафига это делать? Нафига это делать? Нафига вот этот вот, начинать вот этот путь, когда придется потом жестко воевать? Зачем? Люди должны жить и радоваться жизни. Это 100%, Яночка. И ничьи папы не должны умирать. Ни за какие страны. Такая глупость, чтобы чьи-то папы умирали за какую-то страну.
Это глупость, и, в общем-то, никто не заслужил из детей того, чтобы ихние папочки погибали. Дети-то в чем виноваты? Я не понимаю. Таджик, оценю, конечно, напиши 150 комментариев под прошедшим стримом. И мы тебя сейчас оценим. Помните, есть Родина, а есть правитель. Блин, знаешь, что такое Родина? Планета Земля. Вот это моя Родина. Я ее называю Мидгард. Как ее раньше наши прапрапрапрадеды называли. Мидгард. Красивое имя у Земли. Мидгард. Мидгард Земля. Я считаю своей страной Землю. Понимаете? И я считаю своей родиной Солнечную систему. Какого хрена мне навязывается то, что я должен что-то, блин. Вообще, место, в котором я живу, это Вселенная. Вот почему, вот я считаю, мой мир это Вселенная. Моя родина это Солнечная система. Моя страна это планета Земля. Какого хрена тут какие-то заборчики ставят на ней? Как с какого перепуга? С какого перепуга кто-то должен что-то ставить, какие-то заборчики? Я, может, хочу поехать в Украину, потом в Польшу, потом хочу в Германию поехать, потом я хочу поехать в США, потом в Китай. И я не хочу, чтобы у меня были такие ситуации, когда, блин, какие-то границы. Я хочу, чтобы вся земля была открыта. И было бы очень-очень хорошо в мире жить без границ. Автоматчик, я чуть-чуть шире на эти вещи смотрю, чем ты, например. Гораздо шире. Я рассуждаю глобальными вещами, межгалактическими, а вы зациклены междуусобными войнами. Мне напоминает это рассказ «Гулливер», где там две, причем одна сторона была за то, чтобы на яйцо смотреть или бить там яйцом тупой стороной, а другая сторона была типа яйцо, надо обязательно на него смотреть с острой стороны. Вы чё? Это вообще, это нормально? Вот мне кажется, это шиза точно, стопроцентная. И Гулливер подчеркнул вот эту вот глупость. Глупость делить людей на своих и чужих. Это страшная глупость, из-за которой люди гибнут потом. Просто страшно. Я вот, например, считаю то, что да, вот когда люди говорят то, что вот мы убивали там немцев, да, на войне. А вы думаете, чего? У немцев детишков, что ли, не было? Или вы думаете, что у них не было там жен, да, у них не было бабушек, дедушек, у них там не было... Очень-очень много людей, немцев, мне рассказывали, вот бабушка и прабабушка, немцы, вот которые, да, нападали, очень много людей, немцев, было добрыми, которые кормили наших голодных детей, у которых папы погибли на войне. Вот такие я рассказы слышу. Да, вот я об этом же говорю. Или вы думаете, что американцы все прям вот такие вот плохие? То есть китайцы хорошие, а американцы плохие, да? То есть вот нам сейчас санкции вводят, все, они, значит, плохие. А вы попробовали бы съездить в Америку и пообщаться с обычными американцами, с теми же чернокожими? Да? Что они вам скажут по поводу там России?
Вы думаете, они вот прям так ненавидят вас, да? Глупость все это. Кто их к нам приглашал? Вот, Владимир, вы почему-то так не говорите по поводу французов. Кто к нам приглашал французов, да, с Наполеоном? Да? Кто к нам приглашал Римскую империю до французов? Когда ввели вот это вот христианство? Кто к нам приглашал Византию, а потом Вещий Олег пришел в Царьград и прибил свой щит, разбив Византийскую империю? А Византийская империя это и есть Римская империя. Кто к нам приглашал этих людей? Алексей, на войне были не по своей воле солдатики. Конечно, я не говорю про офицеров, которые, да, там бабки получали за убийство. И которые, извините, при Иосифе Виссарионовиче очень-очень много людей погибло гораздо больше в лагерях. И кто лучше? Война унесла меньше людей, Великая Отечественная и Гражданская вместе с войной 1812 года унесли меньше смертей людей, чем ГУЛАГ. Я не говорю, что русские плохие, блин. Я все время говорил, что все народы произошли от русских. И поэтому что нам делить-то, блин? Если мы все равно все русские. Просто разобрались по земле и вдруг переобулись в воздухе. И начали переть на свою родину. На свою же родину начали переть там. Вот этого я не понимаю. Я считаю, что все люди на земле русские. Все. И произошли от русских. И нафига нам вот это вот все надо? Да, вот я к этому и веду. Я веду то, что чтоб не делили на чужих. Не надо разделять народы, надо объединять. Абсолютно верно, Володь. Не надо разделять народы, их надо объединять. Вот когда мы начнем объединяться, а то только у нас Единая Россия, блин, объединилась. А объединить весь мир как-то не получается, да? Да ладно, хрен с ним, с миром. Объединить всю галактику тоже как-то у нас, блин, силенок не хватает. Почему мы вот туда свое внимание не фокусируем? Нет, у тебя неправильно автоматчик, у тебя неправильная информация. Ты написал 700 тысяч, 70 миллионов. Да, 70 миллионов погибло как раз в лагерях или больше даже. Больше, кажется, насколько я помню, больше. Все появились не от одного народа? Нет, я думаю, все-таки от одного народа появились все. Просто потом в разных климатах у них, у тех же русских глаза сузились, потому что постоянно солнышко светило. Раньше же Земля не в том состоянии, в котором она сейчас находится была. И люди, которые, например, ушли из Сибири, да, из севера Сибири ушли в ту же Африку, они потом просто загорели и стали вот такими темненькими. Все произошли от одного народа 100%. А почему вот люди, да, вот почему люди светлые, которые
с севера пришли люди светлые и синеглазые, и с широкими носами, с большими носами. Ну, для того, чтобы там холодно просто, чтобы воздух охлаждался, ой, нагревался наоборот, в носоглотке быстрее, чтобы ты не заболел той же пневмонией. Для этого, вот как ты любишь, Данил, спорить со мной. Хорошо, ты произошел от татарина, мы с тобой договорились. Или как ты там хотел? Древним укром быть? Хорошо, будешь древним укром, а мы все москали. Как вы любите делить всех, я вот в шоке. Вот такая вот фигня. Вот пока вы делите людей на своих и чужих, будет происходить гадость в этом мире. Ты зачем ко мне пришел? Я тебя звал? Ты зачем ко мне пришел? Иди отсюда. Вот как это выглядит. А ведь раньше, когда у нас вот древняя Русь была, чем мы отличались от других народов? Именно тем, что кто бы к нам ни пришел, мы всех с добром встречали. Всех. Всех встречали с добром, потому что знали то, что это наши родственники, давно ушедшие по земле, разошлись. Привет, оцени, если не сложно, последнее видео лайк и подписку поставил. А вот зачем мне твой лайк и подписка? Смысл? Мы не смотрим же ведь. Аргентум, ты вчера приходил или позавчера? Каждый день приходишь, спросишь одно и то же. Мы оцениваем каналы. Владимир, я говорю, что афроамериканцы произошли от белых людей. Ядрен батон. Ну вот, слава богу, наконец-то я от тебя услышал, что твои корни связаны со всем миром. Я об этом же тебе и говорю. Я об этом же и говорю тебе, блин, уже полчаса. О том, что твои корни связаны со всем миром. А Владимир вот говорит, который дед, он говорит, что он нифига от негров не происходил. Не, Владимир, не вымерли бы. Точно не вымерли бы. Это все иллюзии. Русского ничего не берет. Мой предок это клеточки. Вот. Еще точнее. Минли пишет то, что его пригласили. Владимир, у нас же ведь был момент, когда у нас не было ни хрена. И никто ничего с нами не сделал. Владимир,
А если у вас черненькие начнут рождаться, как вы на это посмотрите в вашей семье? Че, будете их топить, как котят, да, в ведре? Не уничтожили бы. Что за глупости? Никто никого не собирается уничтожать. Это все иллюзии. Это нас настраивает против других народов. Вот это вот полная фигня. Я же вам говорю, друзья. Были моменты в нашей стране, когда у нас никакого ядерного оружия не было. А у таких товарищей, как и американцы, было ядерное оружие. Только они его почему-то не на Москву сбросили, а сбросили на Японию. Хотя могли бы сделать, я бы на их месте сбросил бы на Москву. Тогда бы весь мир бы подчиняться начал Америке, если бы они хотели бы нам зла. Поэтому я на 200% уверен, то, что никто нам зла не желает. Понимаете? Если бы хотели напугать и зла желали, тогда бы начали бы ядерную войну, когда у нас еще ядерного оружия не было. Ну, 2 города бы точно, блин, сожгли конкретно. Ну, как это с Хиросимой и с Нагасаки случилось. В легкую. И хрен бы вы что танками сделали. Даже бы доехать не успели бы через Атлантический океан никуда. Не уничтожили же ведь Россию? Не уничтожили. Мир после этого не уничтожили? Не уничтожили. Поэтому это все нас только настраивает против американцев. А потом они бесятся и санкции на нас вводят, чтобы мы голодали, блин. Я не удивлюсь, если у Владимира начнут появляться внуки черненькими. И чё? Представляю, негритеночек такой. Бегает, и чё? И чё, деда его любить не будет, что ли? Еще как будет любить и говорит, ты мой шоколадный заяц. Ты мой шоколадный зайчик. Иди ко мне, пойдем гулять с тобой, шоколадненький. Вот так вот, друзья. Любить надо. А то вы все ненависть вокруг себя, блин, разжигаете. Минли, ты какой-то злюка тоже. Блин, у нас что, столько фашистов, блин, и злых людей? Нельзя... Надо быть пацифистом, друзья мои. Надо всех любить. Вот именно. Вот я к чему? То, что в Пушкине там 50 или 60% чернокожей крови было. Какой великолепный поэт у нас, блин. Все его любят и обожают. Я так думаю, если бы у нас было побольше в крови чернокожих, то поэтов бы было бы... Великих русских поэтов было бы еще больше, чем сейчас есть. И чё, теперь Пушкина тоже надо было утопить в ведре, да? Тогда бы у нас поэта русского, великого русского поэта чернокожего не было бы. Так что, друзья, давайте завязывайте с этим. Этого люблю, этого не люблю. Нельзя так, нельзя.
Друзья, конечно, я могу оценить. Для этого надо комментарии написать. 5 комментариев. Под прошедшим стримом. Вы просто себя поставьте на место тех людей, которых вы не любите. Алексей, вы не правы. В 45-м наша армия готова была разгромить всех братьев из Атланты. Мне вообще пофиг, все эти антантовцы. А внуки у меня белые 2. А правнуки будут черные 4. А из них потом появится, вот из этих 4 правнуков один будет ученым, великим русским черным ученым, черномазом. Второй будет великим русским поэтом, а третий будет великим русским каким-нибудь врачом. Ну, а уж 4-й точно будет ютубом заниматься профессионально. Я думаю, мы с вами канал ваш раскачаем к тому моменту, чтобы ваши черненькие правнуки были уже с миллиардами подписчиков. Я всех люблю. Мы же от одной клеточки произошли. Люди и животные. Мы братья, конечно. Знаешь, вот чем мне нравится мультфильм Маугли? Когда Маугли ко всему миру вокруг себя начал относиться так, говоря: мы с тобой одной крови, ты и я, никакие крокодильщики его не кусали, никакие осы его не жалили, никто ему люлей не давал, короче. Давайте добрыми будем, как слоники, которые у меня на превьюшке, точно. Вот точно, ты правильно сказал. Даже есть такая поговорка: добрый, как слон. Я где-то такое слышал. Извини, французы что, не люди, что ли? Алексей, физически у Владимира быть чернокожих правнуков не может быть, так как его предки дали гены другим, а те пошли в Африку и дали гены черненьким. С чего ты взял? Может быть, у внуков у Владимира будет внук светленький, который полюбит черненькую. И родятся черненькие, от черной мамочки черненькие детишки. И что теперь? Давайте прибьем эту маму, да, и прибьем правнуков. Такая глупость. Фактически черненького может быть беленький, конечно. И такое может быть. Довольно как слон. Вот, довольно как слон еще лучше. Нельзя ничего исключать в этой жизни, в этом мире. Привет, оцени канал. Для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарии под прошедшим стримом, дорогие мои. Лучше несколько, потому что скоро мы заканчиваем стрим. А Майкл Джексон был белым и стал черным. Как ты на это смотришь, Данил? Да, Майкл Джексон великолепный певец, и что теперь? Мухаммед Али великолепный боксер. Майк Тайсон великолепный боксер. Даже вот Костя Дзю, который, да, с Джобой дрался, он считает Джобу своим другом. Они в отличных отношениях. Там нет вот этого вот ненависти к другим людям за границей. Он живет в Австралии, его любят как своего. Австралийцы его считают, Костю Дзю считают своим австралийцем. А он говорит то, что у него 2 родины. Он говорит, и Россия его родина, и Австралия. Как вы на это смотрите? Давайте теперь с Австралией поругаемся. Нам еще с ними не хватало поругаться. Со всем миром уже поругались. Вообще ругаться не надо. Надо... на утро. YouTube-психолог, спасибо тебе, мой дорогой друг. Да, я тут лечу людей.
Песня была такая, я помню, в далеких годах, там лет 20 назад. Мальчишник, кажется, пел: «Я люблю людей, я люблю людей, я люблю людей». Классная песенка была. Рэп такой начинающийся еще тогда. Хип-хоп. Ой, ну что я могу сказать про наш замечательный канал на утро? Мы же это... Или на утро. Мы же любим твой канал и обожаем. Друзья, если вы все еще не залетели на этот прекрасный канал, то рекомендую вам залететь и посмотреть человека, который очень хороший. Хакер написал, говорит. Где ты написал, друг ты мой? Где ты написал, хакер? А, написал. Сейчас хакера оценим. Привет, у меня кризис. Я не понимаю, как дальше поступить. Оставил комментарий под последним видео и прочтите, пожалуйста, чат. Простите, прочтите, пожалуйста, чат. Я же только что его прочитал. Что я там не прочитал? Так, я не знаю, что делать. А форма стала ближе к сути или старая была лучше? Мои старые подписчики хотят старый контент. Матная озвучка на утро. Ну, если все время делать то, что просят подписчики, то ты просто станешь ведомым, и в итоге они из тебя выжмут все соки, и ты бросишь этим заниматься. Потому что ты должен делать то, что ты считаешь нужным. Ты должен делать то, что велит твоя душа. А если ты будешь это делать из-под палки, если ты... А что такое из-под палки? Из-под палки, когда ты делаешь то, чему тебя заставляют, да, заниматься. И в конце концов у тебя будет жесткий кризис, когда ты все бросишь. А тебе надо не бросать ни в коем случае. Поэтому забей на то, что тебе говорят подписчики. У тебя в голове есть своя тема, придерживайся ее и двигайся в правильном направлении. Вот я, хоть и Владимир просил, чтобы мы про Моргана больше не говорили, но у Моргана такая же ситуация была, когда он пел идиотские песни, там пищал и пел песни для подписчиков, то эти песни были непопулярными. А когда он искренне начал изливать всю свою гадость, которая внутри него живет, на своих подписчиков, то они почему-то вместо 700 тысяч вдруг сразу 7 миллионов на него подписалось. Вот. Люди любят искренность. Неважно, матом ты ругаешься или ты им разговариваешь. Люди любят искренность. Будь искренним, и все. А как ты свою искренность преподаешь, это уже твои чисто душевные качества. Как-то так. Конечно, конечно, конечно. Тут можно пропиарить, конечно. Короче, не загоняйся по поводу подписчиков, они тебя сломают, они хотят тебя сломать. Потом это хейтеры могут или тролли прикалываться над тобой, прикидываться хорошими людьми, а на самом деле они завидуют тебе и ломают твой канал через коленку. Делай то, что ты хочешь. Вот я, например, делаю, что я хочу. Мне постоянно говорят то, что у меня оформление некрасивое, да, там. Я художник. На что я отвечаю всем этим людям? Я художник, я так вижу. Если вдруг
у меня будет нужда сделать другое оформление, я его обязательно сделаю. А сейчас оформление будет таким, какое оно и есть. И мне все равно, кто там что хочет, кому чего нравится, кому не нравится. У PewDiePie до 100 миллионов на шапке была вообще задница. До 100 миллионов подписчиков. Просто задница, была кусок его задницы и все. И чё, чувак вообще не заморачивался по поводу. А я еще красивую сделал, блин, я считаю, шапочку. И у PewDiePie сейчас шапка не такая уж прям бомбическая, какая вот у Мармока, например, или у Дориана Корнета. И чё, ему вообще пофигу. Он никакой оптимизацию не делает. Я пацифист, давайте будем любить всех. Я вот люблю девушку. Молодец, молодец. Володя Тэквондо лидер, молодец. Красавчик. Золотой ты человек. Яночка, иди спи. Спокойной ночи. Давайте, друзья, модераторы, те, которые хотят спать, идите спите. Да, 2 часа прошло. Я сейчас дооцениваю людей и будем выключаться тогда. Хорошо? Хакер Мобайл. Отличный канал. Друзья, оцените Хакер Мобайл, пожалуйста, чат. Кто останется, пожалуйста, оцените Хакер Мобайла. У тебя только вот смотри, тут ссылочки в соцсети, их нету. И ну, у тебя много просмотров достаточно. Молодец, отличный канал. У тебя хороший очень канал. Быстро растет. Много просмотров. Замечательный канал. Я желаю тебе, просто могу пожелать удачи и все. Ты молодец. Гни свою линию. И на утро ты тоже гни свою линию. Не надо никого слушать, блин. Если бы Бетховен слушал людей, которым... Или там Моцарт, или Паганини, да, там слушали людей, которые зла им желают, они бы не написали великую музыку. Если бы Пушкин слушал людей, которые ему говорили, что он лох, а ему очень много людей говорили, он дрался очень часто из-за этого. Вот. Тогда бы сейчас бы Пушкина не было, если бы он поверил этим людям. Надо делать то, что ты делаешь постоянно. Каждый день. Веря в свои силы. И тогда ты будешь топом. Надо вообще чувствовать себя уже топом. Понимаешь, как это делает Морган? Он чувствует себя топом. Расслабился и чувствует себя топом. Все. Когда ты начинаешь чувствовать себя топом, ты становишься им. Вот, Алекс. Спасибо тебе большое. Друзья, вы проснитесь и поживите хотя бы один день, ощущая себя человеком, у которого 1 миллион подписчиков. Просто вот себя настройте с утра и до вечера. Проживите один день так, что вы топчик, понимаете? И вы увидите, как изменится ваша жизнь. На следующий день вам это так понравится, что вы будете делать все для того, чтобы быть топом. Понимаете? Главное настроиться. Вот Алекс, молодец. Отличный канал, ты топчик. Удачки тебе. Красавчик, молодец. Давайте вы определитесь, что вы хотите. Да-да-да-да-да, Вовчик, Володя, лидер, ты очень долго сидел со мной. Ты молодец. Большое тебе спасибо. И вообще всем вам огромное спасибо, мои золотые дорогие друзья, мои модераторы очень хорошие. Мои замечательные подписчики. Вот. Я, правда, иногда матом ругаюсь. Блин, ну, извините, все матом ругаются. Вот. Пушкин тоже матом ругался. Ничего. Все матом ругаются. И вот на утро я примерно так и думаю. Вот.
И я так думаю. Если тебе хочется ругаться матом, ты просто не перебарщивай, пожалуйста. Как бы на оскорбление не переходи. Просто тебя за оскорбление, за страйк тебе прилетит и все. И все твои прекрасные движения в сторону топа прекратятся, придется новый канал уже без мата проводить. Хотя вот смотри, Моргана того же за мат, ну его вообще, страйки ему не прилетают. Ему просто срезаются просмотры и все. Срезаются просмотры, да, но страйки к нему не прилетают. Хотя должны. Сват Майнкрафт. Дорогие мои, надо написать комментарий, пишите комментарий, мы летим на ваш замечательный канал. Все же очень просто. Хотите быть чуваком, у которого 1 000 000 подписчиков, будьте. Просто будьте им. Научитесь настраиваться на то, что вы уже все такой. Не обращай внимания на эти циферки. Представьте, что здесь 1 000 000. И все. Да, Вов, молодец. Тем более, вот у вас уже, у этих каналов, да, 1300, 1700, да, подписчиков, вот, которые, да, просят рекомендации услышать. Вам уже меньше до 1 000 000 осталось, как, например, Айлаксу. У него всего 55 подписчиков. Вам уже надо 200, там, 298 тысяч с чем-то. Ой, какой 200? 900. 990. Это вообще немного, если так вот посудить. Я, насколько помню, Мармок набрал лям. Ну, прям что-то вообще очень быстро набрал лям. То ли за полгода, то ли за год. Отличный канал, White. Ну, просто мне очень нравятся твои превьюхи. Вот как я сегодня слоника подсветил, ты точно так же сделал со стрелкой. Просто прекрасно. Видите, как это классно смотрится? Когда делаешь подсветку или обводку, или внутреннее или внешнее свечение, как это красиво смотрится, друзья. Это очень топово смотрится, это круто. Поэтому ты 100%, ты превьюхи делаешь топовые, ты уже топ. Я даже дальше смотреть твой канал не буду, потому что 100 из 100 оценка тебе. За твои превьюхи, ну, я вижу, что люди оценивают твои превьюхи, просмотрами платят. Короче, офигенный канал, мне очень понравился. Молодец. Ты супер. И вообще все вы супер. Да, мы все молодцы. Все, да. Друзья, я же для чего вам девиз вот этот вот все время скидываю свой. Мой девиз, посвященный вам. Помните, что все мы обречены на успех. Лишь только время и грамотная стратегия – наши в этом главные союзники. Я об этом вам говорю каждый божий день. Каждый божий день по много-много раз об этом говорю. Я вот хочу, чтобы у вас ранжированных тегов было столько же, сколько у меня, видите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично, вчера 10 было. Сегодня что-то 7. Ну ладно. Но это из-за того, что у меня бесплатная версия VidIQ. Если бы я купил Pro-версию, тогда бы сейчас бы он мне показывал и 1 000 000 подписчиков, и 1 000 000 просмотров. И ранжированные теги были бы все вообще. Все слова были бы просто ранжированными тегами. Ну так, чтобы деньги отработать, блин. Знаю я, знаю, как работает у нас VidIQ. Сват Майнкрафт. Не знаю, найдем мы тебя, не найдем. Это ты? Да. Ну, классненько, классненько, все супер.
За Майнкрафт тебе оценочка 98,9 из 100. Отлично. Только за Майнкрафт. Можно оценку? Можно. Знаешь, можно. Сват, да, я просто люблю Майнкрафт. Квадратные эти головы. Майнкрафт люблю за то, что там очень можно много сделать вещей. Всяких разных. За это я люблю Майнкрафт. Да и много людей любит за это. Майнкрафт. Ну, как правило, мы каналы без шапки оцениваем сразу в 150 из 150. Ну, у тебя опять же тут Майнкрафт стрим, нифига себе. Так что у тебя 200 из 200. Так что молодец, удачи, удачи тебе. Кого мы еще не оценили? Дропика? Дорипа. Дорипа. Ну, Дорип, мы не оценим видосы. Если мы будем сейчас видосы смотреть, и на это время уйдет до утра. Друзья, оцените Дорипа. Короче, он заморачиваться не стал, поставил, короче, я не помню, что это за город, Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Молодец, молодец, удачи тебе, Дорип. Всего доброго. Лунтики! Круто. Почему видео то можно смотреть за 10 рублей? Блин. Можно, наверное, смотреть. Просто ты пришел в самом конец стрима. И помимо тебя еще много людей пришло. Можно было бы посмотреть, если бы было бы время. Честно. Можно было бы посмотреть. Но времени у нас ограниченное количество. Модераторы спать давно хотят. Они пашут в поте лица. Друзья, оцените, пожалуйста, каналчик вот этого чувачка, который попросил. У него главное оформлено. Но я бы здесь популярный. О, Ван Гог. Вау! Ван Гог! Нифига себе! Ты моего любимого художника поставил на превьюху. Да еще и в масочке. Ни хрена ты. Цветы художника Ван Гога, конечно, это просто божественные цветы. Вот, мне кажется, в реальности даже цветы так не выглядят, как их видел Саус Парк, как их видел Ван Гог, как он их нарисовал. Поэтому, друзья, я говорю, каждый видит по-своему. Вот он написал, да, себя вот тоже, когда рыжий, с бесцветными глазами. Короче, он себя написал как-то по-уродски, но зато он как прекрасно, вот автопортрет его, да, когда он себя писал как-то по-уродски, но зато какие он цвета передает, цветы и цвета, просто волшебные. Да, Ван Гог крут. А еще модеры спать хотят, точно. И не только модеры. А, Yellow Racing, мы тебя уже оценили. Дорогие друзья, на этой прекрасной ноте мы с вами закончим стримчик. Всем спокойной ночи, доброго здравия и всего самого-самого лучшего вам. Пожалуйста, не болейте, будьте здоровы, будьте счастливы.
Пускай в каждый ваш дом, каждому вашему близкому или любимому человеку, и нелюбимому тоже, придет счастье, любовь, добро и все, что только можно придумать хорошего и доброго, чтобы все у вас свершилось. А для того, чтобы вы стали топами, надо хотя бы один день пожить как топ. Не обращая ни на чьи комментарии внимания, а обращая только внимание на любовь. Ведь именно вот что нам, чему нас учат все религии, что Бог это любовь. Мне кажется, все-таки нам надо очень-очень хорошо друг к другу относиться. Может быть, мы лучше жить будем после этого? У меня такое подозрение вдруг пришло мне озарение в голову. Так, Лертона быстро. Друзья, быстренько оценочку Лертона дайте в чат. Моя оценочка 50 из 100. Ничего такое. Нормальный Бравл Старс канальчик. Ну все, друзья. Помните, что все мы обречены на успех, о чем я вам каждый день говорю. И лишь только время и грамотная стратегия нашим в этом главные союзники. Чего я вам и желаю, мои дорогие. Все, друзья, расходимся. Если кто спросит, то мы геологи. Пока-пока. А сейчас я поставлю заставочку со слоником и музычку. Всем пока, удачи, всего доброго, всего самого хорошего. Настраивайтесь на позитив, золотые мои. Тогда все в вашей жизни будет прекрасно. Тогда вы будете излучать, вот как этот слоник, излучать будете добро. Свет будет добра идти, излучаться из вас. Вот. И будете греть вот этим светом и освещать путь людям всяким разным, добрым и не очень. Вот такая вот ситуация. Всем пока-пока, удачи. Яночка, и тебе большое спасибо тоже. Всем пока, удачки. Спасибо вам, дорогие мои модераторы, то, что досидели со мной до конца стримчика. Мои хорошие, добрые, замечательные, прекрасные люди. Спокойной ночи, сладких снов.